Ролик создан при поддержке моего телеграм-канала, ссылку на него ты найдешь в описании. 29-летний Сатура ведет унылую жизнь, поскольку его страсти к работе в качестве художника манги недостаточны, чтобы сводить концы с концами, поэтому он подрабатывает себе на жизнь доставкой пиццы. Жизнь Сатуры может показаться обычной, но у него необыкновенный дар. Время от времени он переживает явление, которое он называет пробуждением. Это происходит, когда Сатура оказывается на грани трагедии, затем его отправляют на несколько минут назад во времени и тем самым дают возможность предотвратить катастрофу. Моменты пробуждения случаются быстро и неожиданно. Это случилось и в обычный день, когда Сатура доставляет пиццу. Пережив пробуждение, он замечает водителя грузовика без сознания, который собирается сбить ребенка на улице. Сатура удается спасти ребенка в последний момент, но сам попадает в аварию во время спасения. Позже он просыпается в больнице рядом со своей коллегой Айри, которая хвалит его за смелость, проявленная при спасении ребенка. После того, как Сатуру выписывают из больницы, он находит свою мать Сатика в своей квартире, готовящую ему вкусный ужин. К большому недовольствию Сатура она объявляет, что планирует остаться на некоторое время, чтобы поддержать его после несчастного случая. Во время ночного разговора Сатика напоминает Сатура об ужасных событиях, произошедших в его детстве. Когда ему было 10 лет, их город пострадал от серии жестоких похищений и убийств. В общей сложности исчезло 3 детей, а верный друг Сатура, тогдашний 20-летний Юки, был осужден за эти содеяния. Несколько дней спустя, когда Сатура и Сатика посещают местный торговый центр, Сатура переживает свое очередное пробуждение. Он предупреждает свою мать, что похоже что-то не так, и Сатика непреднамеренно удается предотвратить похищение маленькой девочки, установив зрительный контакт с ее почти похитителем. Сатика некоторое время размышляет над случившимся, поскольку предполагаемый похититель показался ей таким знакомым. В конце концов, она приходит к выводу, что знала, кто он такой, и все события указывают на то, что он, вероятно, является настоящим виновником в похищениях, которые произошли 18 лет назад. Она с нетерпением ждет Сатура, чтобы сообщить ему о своем разоблачении. Однако неизвестный мужчина внезапно врывается в квартиру и закалывает Сатика до смерти, прежде чем она успевает поделиться своими подозрениями. Когда Сатура приходит домой и находит безжизненное тело своей матери, он падает на колени и видит в ней нож. Внезапно в дверях появляется его соседка и видит Сатура с измазанными кровью руками и в панике вызывает полицию. Полиция прибывает, чтобы арестовать Сатура за убийство своей матери, но Сатуру удается сбежать. Он в отчаянии бежит по улице, пока внезапно не оказывается в незнакомой обстановке. Когда Сатура полностью приходит в сознание, он понимает, что только что пережил очень долгое пробуждение. Он вернулся в свой родной город, но уже 10-летним школьником. В 1988 год, в год похищений. После первоначального замешательства он решает, что цель его абсурдной ситуации заключается в том, что ему дали второй шанс предотвратить множество ужасных трагедий. Похищением 3 детей в 1988 году и убийство матери. Сатура очень рад видеть свою мать дома и немедленно отправляется предотвращать первое похищение своей одноклассницы Кайо. Он решает, что лучший способ защитить Кайо – это подружиться с ней. Однако вскоре он понимает, что дома у Кайо нелегкая жизнь, о чем свидетельствует ее сдержанный характер и синяки на ногах. Друг Сатору Кини впечатлен усилиями Сатора подружиться с Кайо и указывает ему на рассказ, который она написала. Рассказ под названием «Город, в котором меня нет». Это душераздирающая история, которая намекает на трудную жизнь Кайо и ужасное насилие, которое она ежедневно получает от своей матери. После этого Сатура приглашает Кайо на свою предстоящую вечеринку по случаю дня рождения и узнает, что день рождения Кайо совпадает с его днем рождения, 2 марта. Поскольку Сатура помнит, что Кайо было еще 10 лет, когда она исчезла в марте 1988 года, он понимает, 1 марта должно быть днем X, когда происходит ее похищение. Это дает Сатура ровно 11 дней, чтобы изменить ход событий. Разыскивая Кайо в парке, Сатура снова встречает Юки и весело проводит с ним целый день, что еще больше укрепляет его уверенность в том, что добродушный молодой человек никак не мог быть жестоким убийцей. Теперь у Сатура есть еще один человек, которого нужно спасти от трагических событий, который ожидает смертной казни в настоящем Сатура в 2006 году. Позже, когда Сатура продолжает свои поиски, он находит Кайо на полу сарая, полураздетый и покрытый синяками. Однако через несколько мгновений ее мать Акеми находит их двоих и приказывает Кайо вернуться в дом и отправляет Сатуру домой. На следующий день Сатура беседует со своим учителем Ясиро, который рассказывает, что он также подозревал жестокое обращение к Кайо со стороны ее матери уже некоторое время, но его попытки привлечь управление по делам несовершеннолетних оказываются неудачными. Позже в классе ее одноклассница Мисата обвиняет Кайо в краже денег на обед у учеников, но Сатуру и Ясиро быстро могут положить конец ложным обвинениям. Вечером у Сатуры есть особый сюрприз для Кайо.
Он берет ее на прогулку по лесу, пока они не натыкаются на рождественскую елку. Они смотрят на нее, держась за руки под ярким звездным небом. За несколько дней до даты похищения Сатора приглашает Кайо в местный научный центр, чтобы провести с ней целый день и таким образом удерживая ее подальше от матери. Прогуливаясь по ночному центру, Сатора испытывает странное чувство дежавю и внезапно вспоминает, что он тоже был там 18 лет назад. Немного позже Сатора проводит целый день с Кайо в молодежном центре, а вечером провожает ее домой. Ночью Сатора наблюдает за домом Кайо и испытывает облегчение, когда часы бьют полночь, а важных событий нет. На следующий день, пока Сатора и Кайо ходят по магазинам ко дню рождения, Сатора испытывает еще одно чувство дежавю. Дома двух именинников тепло встречают их друзья из садика, и они весело проводят время. Сатора засыпает счастливый и с облегчением. Похоже, ему действительно удалось изменить будущее и предотвратить трагедию. На следующий день Сатора спешит в школу после того, как проспал. К своему большому удивлению, он обнаруживает, что Кайо нет. Сатора в шоке от того, что не смог предотвратить исчезновение Кайо, а видимо только отсрочил его на 2 дня. Через 6 дней пропадает и вторая жертва, Ая, девочка из соседней школы. Инциденты 18-летней давности, похоже, происходят почти таким же образом и во второй раз. Когда Сатора проходит мимо дома Кайо, он наблюдает, как Акеми без любви избавляется от вещей Кайо. В его глазах виднеется отчаяние, и он в истерике бежит по улице. Пока вдруг не оказывается в 2006 году 20-летним мужчиной. Там он по-прежнему подозревается в убийстве своей матери и срочно разыскивается полиция. Когда менеджер с его ресторана связывается с ним, Сатора поначалу думает, что он может найти у него безопасное место. Но это оказывается ловушкой, так как менеджер находится в сговоре с полицией. Ари спасает его из затруднительного положения и прячет у себя дома, так как твердо верит в его невиновность. На следующий день Сатора ищет всю информацию об исчезновении Кайо, которую он может найти, и понимает, что его действия действительно оказали влияние на будущее, хоть и немного. Однако, когда менеджер подозревает Айри в том, что она прячет Сатору у себя дома, Сатора снова вынужден уйти и находит свое следующее укрытие под мостом. Когда Ари упаковывает вещи у себя дома, чтобы отвезти их Сатора, она получает на свой телефон пугающее сообщение, подписанное именем Сатора. Внезапно ее комната наполняется густым дымом и случается сильный взрыв. Когда Сатора прибывает в горящий дом Ари, он немедленно бежит внутрь, чтобы спасти ее. Она кажется слишком тяжелой, чтобы нести ее в одиночку, но внезапно приходит менеджер и помогает ему. Чтобы избежать столкновения с полицией, менеджер берет на себя последний отрезок пути до двери в одиночку. Но до этого Ари успевает засунуть свой телефон в карман Сатора. После того, как Сатора прочитал сообщение на мобильном Айри, он немедленно позвонил бывшему коллеге-журналисту своей матери и договорился с ним о встрече. Человек по имени Савада сообщает Сатора об официальных отчетах о событиях серии похищений 1988 года. Эти действия всегда имели одну общую черту. Они представляли Юки как преступника. Сатика, которая теперь узнала истинную личность преступника, скорее всего, была убита тем же человеком, который похищал детей. Позже Сатора и Айри снова встречаются под мостом, и Айри рассказывает, что подозревает человека по имени Нисидина, который виновник пожара в ее доме. Внезапно появляется полиция, чтобы найти и арестовать Сатора. Направляясь к машине в наручниках, он видит человека, стоящего среди следователей, который выглядит странно знакомым. Прежде чем сесть в полицейскую машину, Сатора знает, что ему еще предстоит выполнить миссию, и ему удается вызвать силу пробуждения и вернуть себя в 1988 год. Он оказывается в научном центре 28 февраля, в тот момент, когда он испытал свое первое дежавю, и таким образом, казалось бы, вернулся в ту же временную шкалу, что и в первый раз. Теперь Сатора была дана третья попытка изменить ход событий. На следующий день в школе Кенни обращается к Сатора по поводу сильных изменений в характере, которые он наблюдал за ним последние несколько недель. Также он обещает Сатора помочь ему спасти Кайо. Когда Сатора и Кайо возвращаются домой 2 марта, их друзья в очередной раз удивляют вечеринкой по случаю дня рождения и проводят еще один хороший день вместе. Но чтобы убедиться, что все пойдет не так, как в прошлый раз, Сатора ненадолго покидает свою вечеринку, чтобы отправиться в дом Юки. Он бросает камень в окно, тем самым обеспечив ему надежное алиби, так как этим вечером полиция будет занята Юки. Затем Сатора отправляется за матерью Кайо. Он хочет столкнуть ее с лестницы, но в последний момент его останавливает Кенни, который говорит ему, что есть другие способы, кроме убийства Акеми. Итак, они вдвоем возвращаются на вечеринку, и Сатора объясняет Кайо свой новый план по дороге домой. Он хочет похитить ее с ее согласия и отвезти в старый заброшенный автобус, где она должна прятаться в течение следующих нескольких дней. Однако
на вторую ночь в автобусе происходит нечто зловещее. В автобус входит неизвестный мужчина. Каю удается прятаться до тех пор, пока незнакомец снова не уйдет. 3 марта Ясера говорит Сатура, что он сообщил в управление по делам несовершеннолетних об исчезновении Каю и хочет поговорить с матерью Каю тем же вечером. Однако сотрудники находят пустой дом только во время своего визита. Вернувшись в автобус, Кая просит Сатура остаться на ночь, так как теперь боится возвращения таинственного мужчины прошлой ночью. Она указывает на рюкзак и картонную коробку, которые, по-видимому, принадлежат преступнику. Глядя на содержимое, Сатура начинает тошнить, поскольку он сразу узнает инструменты похитителя. Это означает, что теперь они находятся прямо в центре территории преступника и той же самой спирали преступности. Затем Сатура решает забрать Каю с собой домой, чтобы она смогла провести ночь в безопасном месте. 4 марта, после первого в своей жизни домашнего завтрака Каю, она наконец возвращается домой к своей матери в сопровождении Сатура и Сатика. Акеми в ярости из-за исчезновения ее дочери, но в разгаре истерики ее ослепляют сотрудники службы по делам несовершеннолетних. Когда Акеми пытается затащить Каю в полицию, ее внезапно останавливает мать, живущая отдельно. Она умоляет и извиняется за то, что не поддерживала ее в оскорбительных отношениях с бывшим мужем, и когда она внезапно стала матерью-одиночкой для Каю. Акеми и ее мать падают в объятиях друг друга в слезах, и ее мать обещает хорошо заботиться о своей внучке Каю. Прощаясь, Каю благодарит Сатура за спасение ее жизни. Теперь, когда Каю в безопасности, Сатура обращает свое внимание на следующих 2 жертв серии похищения. Сначала на девочку из соседней школы Аю. Сатура начинает следить за Ай, чтобы узнать о ее поведении и распорядке дня. Но в процессе он случайно встречает свою мать, а вскоре после этого и своего учителя Ясера, который предлагает отвезти их домой на своей машине с их тяжелыми сумками после покупок. Сатура обнаруживает подозрительную кучу леденцов в бардачке Ясера, но учитель пытается оправдаться дешевым оправданием. На следующий день Сатура и его друзья представляются Айе. Сначала она вызывает подозрения, но Кадзу удается убедить ее взглянуть на их тайное убежище. Несколько дней спустя Айе и Кадзу, кажется, очень хорошо ладят. Сатура чувствует, что она в хороших руках, и он может посвятить себя третьей жертве, своему однокласснику Хироми. Хироми говорит Сатура, что он наблюдал за Мисато, когда она была забулена своими одноклассниками с того дня, как она ложно обвинила Каю в воровстве. Увидев потенциальную новую жертву в одинокой Мисато, Сатура следует за ней на хоккейный каток, но теряет ее там после того, как она ушла в туалет. Вместо этого Сатура встречает Ясера, который говорит ему, что Мисато только что покинула здание. Как раз в этот момент мимо проезжает фургон, принадлежащий семье Юки. Сатура и Ясера решают преследовать фургон на машине, но Ясера внезапно раскрывается перед Сатура как настоящий преступник. Он глубоко обижен на Сатура за то, что последние пару недель он постоянно нарушал его планы, как будто он знал будущее. Поэтому Ясера разработал свой план мести. Он использовал Мисато в качестве приманки, чтобы заманить Сатура на хоккейную площадку, а затем в свою машину. Теперь его машина направляется к замерзшему озеру. Ясера выходит из машины и наблюдает, как она медленно тонет подо льдом, а Сатура пытается вырваться из-под ремня безопасности. Сатура тонет в ледяной воде, а его прекрасные моменты жизни снова проходят мимо его. В 2003 году Сатура просыпается от комы. Его мать заботилась о его теле каждый день в течение 15 лет, поэтому сейчас Сатура быстро прогрессирует благодаря интенсивной физиотерапии. Но даже несмотря на то, что он медленно восстанавливает контроль над своим телом, его память о том, что произошло, кажется, исчезла. Но визит Кенни и Хироми помогает ему начать медленно собирать воедино кусочки головоломки своего прошлого. Каю также наносит визит Сатура чуть позже. Сейчас она замужем за Хироми и носит их ребенка на руках. Еще один старый знакомый Сатура не мог дождаться, чтобы наконец увидеть его после пробуждения от комы. Ясера, ныне успешный высокопоставленный политик под вымышленным именем Нисидзина. Он использует провалы памяти у Сатура и играет старого доброго классного руководителя, который регулярно навещает своего бывшего ученика в больнице. Однако воспоминания Сатура о попытке Ясера убить его и попытках похищения его школьных друзей постепенно возвращается к нему, что Ясера также быстро подозревает. Он ведет Сатура в инвалидной коляске на крышу больницы и там снова обвиняет его в том, что он постоянно мешал его планам 15 лет назад. Он угрожает Сатура убить его, но Сатура знает, что есть что-то, что мешает ему сделать это. Тайна того, как Сатура смог предугадать и предотвратить планы Ясера тогда. Гнев от этого и сам Сатура придавал смысл жизни Ясера последние 15 лет. И Сатура уверен, что Ясера не причинит ему вреда из-за сильной связи. Эти подозрения подтверждаются, когда Сатура пытается прыгнуть с крыши, но Ясера ловит его в последний момент. Когда Ясера понимает, что он действительно не может жить без Сатура, он начинает плакать, отпуская Сатура, и тоже хочет броситься с крыши. Однако незадолго до этого Ясера обнаруживает, что падение Сатура было перехвачено Кенни и Хироми. За несколько дней до этого Сатура сказал своим друзьям, что к нему полностью вернулась память, и что виновником преступления является Ясера. Полиция арестовывает его за попытку убийства Сатура еще раз. Несколько лет спустя Сатура
наконец удалось следовать своей страсти и стать успешным художником манги. Однажды он идет на прогулку после работы и случайно встречается с Сайри прямо под мостом, где они были вдвоем, когда Сатору без ее ведома много лет назад пережил свое последнее пробуждение, которое привело его к спасению многих жизней. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.